Итак, космические инженеры. Очень интересная и увлекательная игра, но как в нее играть? Давай начнем. Новая игра. Своя игра. Звездная система. Режим выживания. Расширенные настройки. Так как ты начинающий игрок, я рекомендую начинать с максимальных. Частота метеоритов. Где-то параметр рекомендую тебе оставить безопасно. Детальность прорисовки. Выбираю по уровню своего железа. Снимем лимит блоков. Уберем регенерацию здоровья. Выберем внутриигровые скрипты. Уберем прогресс. И нажмем ОК. Моды пока мы не будем рассматривать. Нажимаем «Открыть». Итак, начнем с простого варианта. Режим выживания на Земле. Нажимаем «Возрождение». Стартуем на капсуле. Не стоит бояться, раскроется парашют, если нам повезет. Осмотримся пока высоко. Поблизости никаких водоемов, а это значит, что льда рядом нам не видать. Отличное приземление. Самолет разбился, никто не убился. Ну что ж, спасибо, хоть не взорвались. Итак, начнем наше выживание. Так как наш кораблик уже никуда не полетит, расположимся на этой живописной тропинке. На нижней панели мы видим несколько инструментов, которые разработчики предоставили нам для выживания. На единичке у нас расположена газовая горелка. На двоечке у нас расположен резак. И на троечке ручной бур. Это три наших самых золотых инструмента, которые нам понадобятся, почти все на протяжении всей игры. Итак, первым делом, так как мы стартовали не очень, наш батискаф спасательный перевернулся, но это не страшно. В принципе, ко всем его узлам мы можем получить доступ. Это хорошо. Заберем первым делом водородный баллон. Он позволит нам летать на джетпаке. Теперь спилим ненужные детали. Получим первоначальные ресурсы. Спиливаем аккуратно. Нам нельзя повредить комплект для выживания. И, конечно, не стоит повредить батарею. Это единственная энергия, которая у нас есть на данный момент. Здесь мы можем заряжать наш водородный баллон. В генераторе O2, H2. Итак, теперь нам необходимо добыть немного камня. Что ж, пробуримся здесь. Бурить можно двумя режимами. Режим 1 левой кнопкой мышки мы добываем руду. Как видите, порода скатывается, мы можем ее подобрать. Или второй режим, правой кнопкой мышки мы копаем. Просто копаем и не добываем, и соответственно выкапываем гораздо больше и гораздо быстрее. Можно включить фонарик налобный. Итак, я вижу, уже дошли мы до камня, все, можно добывать камень. Зажимаем левую кнопку мышки и кнопку F на клавиатуре. Таким образом мы бурим и сразу же собираем руду.
Так костюм сообщает, что наш инвентарь уже полон. Карманы полные, летим выгружать. Генератор выгружать не будем. Выгрузим в комплект для выживания. Как выгрузить все сразу? Нажмем клавишу Alt на клавиатуре и центральную кнопку мышки, оно же колесико. Все лишнее из нашего инвентаря убралось в этот ближайший контейнер. Теперь, когда мы сбросили камень в комплект для выживания, необходимо его начать перерабатывать. Зайдем в панель управления, производство. Для того, чтобы наши слитки начали перерабатываться, выбираем их. Если нажать один раз, будет вырабатываться только одна единица. Если зажать Ctrl и нажать левую кнопку мышки, будет 10. Если зажать клавишу Shift и нажать левую кнопку мышки, будет 100. Но также можно и заказать 1000. Зажать Ctrl, Shift и левую кнопку мышки. Наши слитки начали перерабатываться, то есть мы перерабатываем камень. Он перерабатывается очень быстро, а ресурсов из него очень мало. Для этого нам необходимо получить только первые ингредиенты, чтобы построить свой первый начальный сборщик. Предлагаю построить для начала основание для базы. Выбираем блок обычной легкой брони и устанавливаем небольшую площадку. Отлично. Теперь я думаю, что лучше всего начать с того, чтобы производить хоть какую-то энергию. Так как мы находимся на Земле, мы можем легко использовать ветрогенераторы. Я думаю, такой высоты будет достаточно. Делаю по 4 блока с каждой стороны. И установлю на краях ветрогенераторы. Чтобы их построить, нам нужно заказать все необходимые компоненты для изготовления нашего ветрогенератора. Как видите, компонентов нужно немало. Мы можем, конечно, все это делать вручную, запомнить и заказать здесь, но можно поступить иначе. Если в нашей руке находится тот компонент, который мы хотим создать, в нашем случае ветрогенератор, мы наводимся прицелом на любой конвейер, который доступен для нас. В нашем случае вот у нас доступен конвейер от станции выживания. Наводимся сюда прицелом и нажимаем центральные кнопки мышки. Мы пытаемся собрать все необходимые компоненты, которые нужны для строительства нашего ветрогенератора. Но их нет в нужном количестве, как видите. Не удалось изъять 10 внутренних пластин, 24 балки, 2 компьютера и 30 других компонентов. Чтобы нам добавить все компоненты уже в производство и оно само начало производить, нам необходимо нажать клавишу Shift, удерживать ее и нажать центральную кнопку мышки. Как видите, все компоненты были добавлены в очередь. Теперь мы можем зайти в производство и посмотреть, все наши компоненты начали производиться. А что самое главное, в нужном количестве. Итак, все компоненты произвелись. Теперь их нужно забрать. Нажимаем опять центральную кнопку мышки. Все компоненты успешно изъяты. Теперь мы можем его поставить и сразу заварить. Отлично, энергия пошла. Построим базовый сборщик. Пока базовый сборщик производит необходимые компоненты, предлагаю немного добыть руды. Добавим все в планировщик. Отлично, базовый сборщик собран. После того, как мы собрали базовый сборщик, нам необходимо построить базовый очиститель. Базового сборщика
всего один конвейер. Если я поставлю вплотную к нему базовый очиститель, то перекрою к нему доступ. Можно построить их раздельно. Так и сделаю. Ну что ж, пока производятся компоненты, можно покопать. Отлично, базовый очиститель готов. Ну что ж, опять вкопать. Базовый очиститель очень быстро справится с таким количеством камня. Отлично, мы можем производить новые компоненты. Итак, после того, как мы построили базовый очиститель и базовый сборщик, можно потихонечку переносить нужные компоненты с нашего комплекта для выживания на нашу базу. Комплект для выживания очень важен. Если его не будет, нам негде будет возрождаться и придется начинать все заново из пространства. Пожалуй, генератор я пока не буду с батареей отсюда переносить, тем более, что батарея при распиливании больше не собирается. Часть важных компонентов, которые нужны для того, чтобы построить батарею, а именно энергетические ячейки, распиливаются навсегда. Имейте это в виду. Итак, все компоненты я распилил, оставил только для зарядки баллона. Теперь необходимо поставить аккумулятор, оно же батарея. Итак, пока энергоячейки делаются, я покопаю немного камня. Отлично, всех ресурсов хватило. Почти. Отлично, теперь мы можем немного аккумулировать энергию, которую мы добываем. Наша батарея зарядится полностью через 7 часов. Что ж, это очень долго. Предлагаю добавить еще пару ветряков. Ну что же, сколько у нас теперь? Ну неплохо, уже сократили. 3 часа. Ну что ж, эта емкость большая, пусть накачивает нас энергией. Итак, энергии мы добываем достаточно, поэтому можно построить генератор водорода и кислорода. А то как-то некрасиво бегать туда-сюда. Генератор кислорода и водорода лучше поставить так, чтобы его один из конвейеров был доступен для нас. Таким образом будет легко и просто положить сюда баллон
и наполнить его. Да, льда немного, его нужно раздобыть. Однако теперь можно набирать и водород, и кислород. Все, можно разбирать до конца. Прежде чем начать строительство, нам необходимо добыть немного кобальта. Возьмем бур и отправимся на его поиски. Но прежде нам нужно запомнить, где расположена наша база, так как игра очень большая и пространства в ней много, очень легко заблудиться. Давай поставим точку. Нажмем на клавиатуре букву К. Перейдем в вкладку GPS. Нажмем новое с текущей позиции. Отлично, мы поставили маркер. Теперь мы никогда не потеряем нашу базу, если только не сотрем нашу точку в GPS. Точкой можно делиться, удалять и красить в разные цвета. Отлично, отправимся за кобальтом. Я вижу на земле какой-то камень. Посмотрим, что это. Надо же, серебро. Сейчас оно нам не нужно, но мы хотим его забрать, но чуть попозже. Нажму снова на клавиатуре клавишу К. Зайду во вкладку GPS и выберу кнопку «Новое с текущей». Назову эту точку серебро. Так проще ориентироваться. Продолжим поиски кобальта. А вот и кобальт. Это малые месторождения, можно найти месторождения побольше, но эти нам как нельзя кстати, они находятся на поверхности, нам не нужно далеко копать и легко можем добывать этот ресурс. Отлично. На всякий случай поставлю здесь метку. Не забываем про водородные баллоны, нужно их обязательно пополнять. Отлично, немного кобальта нам не помешает. Наполню баллон. Отлично. Не забываем перекладывать готовые слитки в базовый сборщик, чтобы мы могли производить нужные нам компоненты. Теперь мы можем производить компонент решетки. Отлично, построим большой контейнер. Разместим его здесь. Отлично, большой контейнер построен. Итак, в большой контейнер мы будем складывать всю добытую руду и будем ее перерабатывать. Чтобы ее переработать, необходимо построить перерабатывающий завод. Чтобы соединить наш контейнер и перерабатывающий завод, необходимо сделать конвейерную цепь. Построим конвейер. Нам нужен вот такой конвейерный блок. Отлично, конвейерный блок установлен. Далее построим сортировщик. Он выглядит таким образом. Стрелочки указывают направление движения
того, что будет проходить по конвейерной цепи. Можно направить либо влево, либо вправо. Нам нужно, чтобы наша руда поступала направо, то есть в завод по переработке. Отлично, конвейер заварен. Теперь настроим его. Итак, в блоке управления сортировщика есть два режима: черный список и белый список. В режиме черного списка конвейер будет пропускать все, что угодно, кроме того, что мы сюда добавим. Допустим, мы сюда можем добавить боеприпасы, и боеприпасы не смогут поступать по этому конвейеру дальше. Если выбрать белый список, по умолчанию этот список не пропускает ничего, если у нас не задан здесь в фильтре ни один из компонентов. Как только мы добавим сюда хотя бы какой-то один компонент, этот компонент станет пропускаться через конвейерную цепь. Мы хотим добавить в белый список руду. Теперь, кроме руды, больше ничего не будет поступать через этот конвейер. Продолжим нашу конвейерную цепь. Отлично, немного кобальта уже переработалось. А у нас заканчивается железо. Нужно добыть немного камня, чтобы получить и другие ингредиенты: никель, кремний. Что ж, я думаю, добывать камень больше не продуктивно. Нужно найти железо. Отправлюсь на его поиски. Отлично, искал металл, а нашел золото. Тоже неплохо, обязательно поставим отметину. Не забывайте их называть. Отлично, продолжим строить. Добавлю еще немного места для базы. Поставим очистительный завод. Отлично, завод построен. Теперь подключу его конвейерами.
Отлично. Завод будет перерабатывать руду, как только мы ее положим в этот контейнер. Теперь нужно собрать сборщик. Также сделаю конвейерную линию уже до сборщика. Кажется, приближается шторм. Отлично, сборщик построен. Теперь я проведу конвейерную цепь от нашего сборщика до большого контейнера и буду паковать все компоненты в большой контейнер. Итак, а теперь я поставлю сюда сортировщик. Этот сортировщик будет принудительно забирать все компоненты из нашего сборщика и помещать их в этот большой контейнер. Добавим боеприпасы, компоненты, инструменты. И нужно добавить еще баллоны. Водородный баллон и кислородный баллон.
Выберем опустошить все. Теперь все готовые компоненты будут падать в этот большой ящик. Очень удобно. Сюда бросаем компоненты, сюда бросаем руду. Руда уходит и перерабатывается. Сборщик изготавливает нам компоненты. Маленький цикл. Перенесу все компоненты уже в большой контейнер. Готовые слитки нужно перенести в сборщик. Разберу базовый сборщик и базовый очиститель. Они нам больше не понадобятся. Итак, создадим буровик на малой сетке. Для того, чтобы создать буровик на малой сетке, давайте создадим сначала ротор. Разместим его, пожалуй, вот здесь. Я заварю ротор, но не буду заваривать роторную головку, а наоборот спилю ее. Теперь поставлю панель управления. Это просто для удобства. Заходим в ротор. Здесь есть два пункта: добавить головку ротора и добавить малую головку ротора. Нам нужно добавить малую головку ротора. Добавили. Теперь заварим ее. Отлично. Теперь мы можем строить на этом роторе малый блок. А что самое главное, по этому малому блоку через ротор будет передаваться энергия от базы. Тем самым корабль, который будет строиться у нас на этой сетке, будет получать энергию с базы от наших больших ветряков и заряжать свои аккумуляторы. Установим батареи в первую очередь, чтобы они начали заряжаться. Отлично, батареи есть. Добавим пару средних контейнеров. Поставим кабину пилота. Мне очень нравится эта кабина. Так, проложим конвейерные цепи. Установим буры.
Нам необходимо проложить маршрут таким образом, чтобы наши двигатели не повреждали наши конвейеры. Я думаю, подъемной силы нам будет достаточно. Поставлю-ка я батарею на зарядку. Боюсь, 2 батареи это мало. Скорость нашего сборщика неплохая, но хотелось бы побыстрее. Необходимо поставить дополнительные компоненты в виде модулей, которые ускорят работу нашего сборщика. Для установки нам нужен модуль продуктивности. На блоках мы видим дополнительные конвейеры. Поставим по максимуму. Давайте посмотрим, что теперь может предложить нам сборщик. Продуктивность на 500%. Отлично. Чтобы наши батареи заряжались быстрее, нам нужно получать побольше энергии. Предлагаю добавить еще немного ветряков. Создадим себе немного получше инструмент. Добавим его на панель. Да, нам нужно получать намного больше энергии. Кажется, у меня чуть не закончился водород. Ну, немножко лучше. Итак, для того, чтобы наш кораблик хорошо летал, необходимо дать ему двигатели во всех направлениях. Единственный двигатель, который мы можем пренебречь,
Это двигатель, который будет давить сверху вниз, так как у нас тут и так очень хорошее притяжение. Добавим маневровые двигатели. Нужно добавить еще один ряд буров. Итак, почти готово. Осталось дело за малым. Нужно обязательно поставить гироскопы, антенну и детектор руды. Пожалуй, оставлю еще место для 2 гироскопов. Дадим кораблю немного зарядиться. Пожалуй, добавлю еще ветрогенераторов. Ну вот, уже получше. Что ж, пожалуй, пришло время протестировать наш буровик. Необходимо батареи перевести в авторежим. У нас не хватает еще одного бура. Или даже 2. Ну что, взлетает он быстро. Вынесем на панель инструменты. Буры работают точно так же, как и наш ручной бур. Если мы бурим левой кнопкой мыши, то мы добываем. Если бурим правой, то мы копаем. Отлетим немножко и потестируем. Сейчас я не буду добывать, буду только бурить. Вот такую дыру мы смогли очень быстро пробурить. А теперь рядом пробурю левой кнопкой мыши. Теперь я буду добывать камень.
Вот такая разница. Буры очень крепкие, мы можем смело на них парковаться. Так мы построили буровик и можем добывать руду. Но эту руду необходимо помещать в этот контейнер. Каким образом мы это сделаем? Мы сделаем дополнительную конвейерную цепь, через которую поставим коннектор и будем подсоединять наш буровик и сгружать весь необходимый груз. Установим сортировщик. В сортировщике поставим белый список и добавим руду. Также нажмем опустошить все. Теперь необходимо установить коннектор. Отлично, коннектор есть на базе, но теперь нужен коннектор еще и на нашем буровике. Ну что ж, а теперь попробуем припарковаться. Отлично, включаем зацеп. Весь камень уже выгрузился. И уже перерабатывается. Итак, на этом первая серия подходит к концу. Надеюсь, тебе понравилось и было интересно. Если да, то поставь лайк и напиши свой комментарий. До встречи!